В бизнесах очень мало экспериментов. Внимание, у нас нет продукта, но клиент очень вкусный. Это философия, это вообще мышление, бизнес. Либо вы нанимаете с улицы. На это нужно найти время. Всем привет, меня зовут Александр Паньков, и мы на канале Лабиринты стратегии. Когда мы говорим про стратегию, про будущее, очень часто всплывает такая фраза, как стратегический менеджмент. Такой странный зверь, да, в разных компаниях разная интерпретация. А что же входит в стратегический менеджмент? Вот, и если даже там пошурудить словари и посмотреть определения, посмотреть разные методички, разные учебные заведения, консалтинговые компании, то вы увидите достаточно большое обилие разных формулировок, что такое стратегический менеджмент. Но всех их объединяет почти одно и то же. Да? То есть стратегический менеджмент — это то, как компания достигает долгосрочных целей. Вот одно из определений. То есть основной смысл стратегического менеджмента — это как бизнес достигает долгосрочных стратегических целей. А еще одно из определений: стратегический менеджмент — это функция управления, направленная на достижение, опять же, стратегических целей. И что здесь происходит? Очень часто сталкиваешься с компанией, когда задаешь вопросы, говоришь: ребята, а у вас есть стратегический менеджмент как операционный? Примерно, да, так же. Он говорит: конечно, есть. У нас есть, мы выработали стратегию, мы сейчас по этой стратегии идем. Так вот, не факт. Даже если у вас есть документ стратегия, даже если вы идете по этому документу и реализуете, это еще не означает, что у вас есть полноценный стратегический менеджмент. Что же тогда там должно быть, кроме стратегии, кроме стратегических целей? Да? В первую очередь, начнем уже с того, что есть в определении. Да? То есть это работа со стратегическими целями. И здесь тоже собака порылась, мы чуть позже про это поговорим. Это работа по разработке стратегии, направленная на достижение вот этих вот целей. Но не забываем очень важный момент, что стратегический менеджмент — это аналитика, в том числе, да, входит туда аналитика, которая работает на будущее. Это оценка конкурентной среды, это оценка сбор трендов и тенденций, поведений потребителя, на основании которых мы можем сделать выводы и принимать решения, что мы делаем дальше. Да? То есть это задел на работу с будущим. Да? И вообще, если мы говорим про стратегический менеджмент, то для меня больше понятно определение, что стратегический менеджмент — это то, как компания работает с будущим. Обратите внимание, не обязательно со стратегическими целями, вообще с будущим. И тогда смотрите, что тогда еще должно попасть в стратегический менеджмент в компании. Это возможность в компании формулировать гипотезы на будущее. То есть, а как будем развиваться, а что будет с нашим рынком, а что будет с нашим клиентом, как мы будем реагировать на все эти вещи. Ну и если у нас появляется набор гипотез, то, соответственно, мы с вами должны ответить на очень важный момент. А какие эксперименты нам стоит поставить для того, чтобы проверить эти гипотезы? И вот здесь возникает первая проблема, да, то есть почему? Потому что если там работа со стратегическими целями, это понятно, работа со стратегией понятно, работа по стратегическому планированию на год-два, это понятно, потому что мы делаем дорожные карты, бежим и зарабатываем деньги. То эксперимент — это про будущее, это инвестиции, которые могут не сработать. И это, как правило, задел на чуть-чуть попозже. Да? То есть если мы ставим эксперименты в 2024 году, мы точно не получим никаких прибылей здесь особых. Мы, скорее всего, потратим часть нашей прибыли на инвестиции. Да? Вот. Но если у нас появится возможность проработать гипотезу, то у нас появится возможность сделать в следующем году, через год, что-то совершенно другое, что даст возможность бизнесу расти, развиваться дальше. Мое наблюдение: в бизнесах очень мало экспериментов. По одной простой причине. Потому что много бизнесов, особенно малого бизнеса, среднего бизнеса, живут в операционке. А в операционке очень мало места экспериментов. Операционка всегда потихонечку, но качественно
выдавливает все, что мы работаем с будущим. Да? То есть что такое операционка? Это зарплата в этом месяце. Это деньги здесь и сейчас. А что такое эксперимент? Это некий результат, который, может быть, монетизируется через год, через два, через три. И всегда есть соблазн чуть-чуть отодвинуться. Но, ребят, какая разница, мы чуть месяц раньше, месяц позже. Да, у нас вот здесь горит, у нас здесь там вышел новый указ, у нас здесь действие конкурента. Нам нужно потушить вот этот пожарчик, и тогда вполне возможно мы присоединимся к проработке экспериментов. Но сила бизнеса и сила вот стратегического менеджмента на самом деле, насколько умеет бизнес работать с экспериментами. И в последнее время я очень внимательно смотрю, когда попадаются проекты по аудиту бизнеса, я сразу же смотрю, а есть ли в планах мероприятия некие эксперименты на будущее. 3, 5, 7 экспериментов. То есть это прокачка неких гипотез, которые нам могут ответить на вопрос, за счет чего мы будем расти в ближайшее время. Вот. А что чаще происходит? Гипотеза подменяется волевым решением собственника, и компания с шашкой наголо начинает реализовывать задачу. Приведу пример. Мы работали с одной из компаний, потихонечку, пошагово прорабатывали там будущее бизнеса. И собственник говорит, вот у нас задача номер 1 – это выйти на рынок Казахстана. Я говорю, окей, зачем? Он говорит, ну как, надо диверсифицировать бизнес. Нельзя сейчас в этой ситуации яйца держать в одной корзинке. Разумная мысль. Я говорю, почему Казахстан? Он говорит, ну потому что нам кажется, что мы лучше всего его знаем. Я говорю, окей, а что вы сделали для того, чтобы понять, а можно туда выходить? С чем? Говорю, с какой бизнес-моделью? Он говорит, как с какой? У нас успешная бизнес-модель. Но мы забываем очень простую вещь, что когда мы выходим на новую территорию, как правило, нужно очень внимательно либо менять, либо хорошо шлифовать бизнес-модель. Бизнес-модель, работающая на данной территории, как правило, дает сбой на других территориях, особенно если там есть культурологические там, отличия и все остальные моменты. И я задаю вопрос, я говорю, а вы в курсе цифр, что из 100% компаний, в прошлом году вышедшие на казахский рынок, радостно, 80% уже вернулось, и все с убытками. И только 15-20% более-менее начинают там работать. Что-то происходит не то. Он говорит, а что делать? Я говорю, ну давайте сначала ответим на вопрос, а почему Казахстан? Если вы ответите на вопрос, почему Казахстан, почему не Узбекистан, почему не еще какая-то страна, почему мы не развиваемся там в других сегментах, да, на территории, почему? Ответьте на эти вопросы вместе со своей командой, как товарищи собственники. А дальше, если мы говорим, окей, мы все-таки определили, что Казахстан, дальше поставьте вы на полгода эксперимент. Вам нужно изучить, вам нужно понять, а кто ваш будет клиент на той территории, а какой там объем рынка, а кто там конкуренты, а какие особенности. То есть, по сути дела, нам нужно проинвестировать очень большой кусок работы, на основании которого мы примем через 3 месяца, 6, в зависимости от того, как мы быстро это будем делать, мы сможем с вами принять решение, мы выходим на этот рынок или не выходим. Или рисков, угроз сейчас настолько много, что вероятность факапа на этом рынке очень высокая. Но чаще всего, еще раз хочу сказать, с собственником это очень медленно. Они уже формируют отдел продаж, они уже выставляют цели. Да? Он говорит, вот воронка продаж, вот объем продаж. Я говорю, на основании чего вы это считали? Это ваши хотелки? Почему вы считаете, что отдел продаж с таким подходом, да, сможет эти деньги забрать с этого рынка? А если они такие деньги там? Вот это все, что мы должны закладывать в эксперимент. Еще один из примеров могу привести тоже. Делали аудит стратегии для одной компании, и у них там красной нитью написано, то есть у компании очень четко определен целевой клиент, с кем они работают, описан. Эта компания там работает в медицине, и в ходе дискуссии родилась классная идея. Есть интересный еще
тип клиентов, который мы не окучивали. Да, к сожалению, у нас сейчас нет продукта, внимание, у нас нет продукта, да, но клиент очень вкусный. Нам кажется, что там есть деньги, нам кажется, что рынок растущий. И что делают они в стратегии? Они тут же говорят, вот мы формируем команду, мы формируем отдел продаж, мы сейчас уже будем делать продукт. Обратите внимание, мы еще даже не поняли, а что это за клиент, но мы уже делаем продукт. И на что я собственнику говорю, говорит, слушайте, давайте мы притормозим эту ситуацию и попробуем немножечко по-другому. Давайте мы сформируем команду, у которой будет задача, как в виде эксперимента, проработать вот этот рынок. Да, то есть как доп. Нагрузка. Мы выделим бюджет, мы выделим время, причем мы не просто выделим бюджет, мы выделим бюджет, который мы уже морально готовы потерять. Потому что в чем прелесть эксперимента или в чем иногда проблема эксперимента? Что эксперимент не всегда заканчивается позитивно. Не всегда гипотеза срабатывает, к сожалению. И может быть ситуация, когда через 3, 5, 6 месяцев мы садимся за стол и говорим, ребята, эксперимент не сработал, извините, мы не пойдем туда, там неинтересно. И вот я говорю, давайте мы сейчас сделаем очень простую вещь. Мы поймем, а что за клиент, его модель покупок и потребления товаров, посмотреть на себя, можем ли мы влезть в этот продуктовый портфель, какой там объем, какие там особенности, как принимается решение, насколько наш маркетинг, наше продвижение способны достучаться, какие игроки, конкуренты там уже есть, какие бюджеты там присутствуют. Да? И уже на основании этого мы сможем принять решение на уровне стратегического комитета, на уровне совета директоров, мы полезем туда или не полезем туда. От собственника прозвучал сразу же вопрос, Александр, а сколько вы считаете времени нужно на вот эту работу? Я говорю, давайте немножечко по-другому, давайте мы поговорим про другое. То есть, а сколько человека часов вы готовы выделить на проработку этого эксперимента? Отсюда будет срок 3-6 месяцев, 9-12. Да? Они говорят, у нас есть уже готовый руководитель, которому мы хотим поставить эту задачу. Вы зовите. Приходит руководитель, я говорю, вот если сейчас вам прилетит вкусный проект, сколько часов вы можете потратить на управление этим проектом, исходя из текущей загрузки? И он четко говорит, ребят, ну, от 3 до 7 часов в неделю. И после этого я задаю вопрос, говорит, сколько нам нужно будет, чтобы проработать этот вот эксперимент? И мы прикидываем там через, к счастью, некоторый биллинг часов до этого, что с таким подходом, когда руководитель может фрагментально подходить к этой работе со своей командой, то нам понадобится от 8 до 12 месяцев. Собственно, говорит, я не согласен, мне надо быстрее. Я говорю, не согласен быстрее, либо мы снимаем загрузку с этого товарища на эксперимент, и он будет работать 24/7. Либо вы нанимаете с улицы кого-то, и он занимается проработкой с командой 24/7. 12 часов, 24, 10, 5, это все влияет на то, как быстро вы проработаете этот эксперимент. И через некоторое время вы можете сесть командой, взвесить все за и против, посмотреть циферки, посмотреть свои сильные и слабые стороны и принять окончательное решение. Мы ввязываемся или не ввязываемся. И вот эта вся работа, это про стратегический менеджмент. Вот это все тоже про стратегический менеджмент, к сожалению, во многих компаниях не делается, потому что планирование всего лишь месячное, а иногда и недельное. Ну и, конечно, еще в стратегический менеджмент, напоминаю, входит еще один блок, на который придется тратить время, коллеги. И сейчас очень мало времени тратится. Это расширение кругозора команды, которая занимается будущим. Читка отчетов, дайджестов. Это хождение на семинары, форумы, конференции. Это внутреннее обсуждение. На это нужно найти время. Иначе стратегический менеджмент вас сводится к стратегическому планированию. Но при этом вы планируете из текущего состояния. Вы плохо понимаете, что происходит в этом мире.
а какие есть нюансы, а какие есть тренды, тенденции, а что мы можем использовать, а какой есть опыт, который мы можем притащить к себе в бизнес. На это нужно выделять всего лишь навсего время. Самый дорогой, самый дефицитный ресурс вашей компании, особенно у менеджмента. Ну и опять я буду много-много раз про это говорить, обратите внимание, не выделите вы, как команда топ-менеджеров, время на будущее, если под вами нет сильного среднего звена. Те, кто может часть операционки взять на себя, регулярной операционки. И вы можете выделить время на создание новых продуктов, на формирование гипотез, на прокачку гипотез, на обсуждение трендов, на обсуждение той аналитики, которую вы собрали. Я всегда рекомендую делать поэтапно, пошагово, не спеша, приучать компанию к стратегическому менеджменту. Стратегическим менеджментом компании начинают активно заниматься, когда у них появляется время, а значит под ними сформировано среднее звено. А это означает, что мы должны тратить деньги, инвестировать в развитие управленческих компетенций нашего среднего звена, в базовые вещи. Планирование, постановку задачи, контроль и так далее, и так далее. Да? То есть, чтобы они могли забрать у вас часть времени и дать возможность заниматься будущим. Второй момент, он может быть даже первый, я бы сказал, если в приоритетах, это тревожность первых лиц. То есть мало бывает стратегического менеджмента, если у первых лиц нет тревожности по поводу будущего. А как может появиться тревожность первых лиц? Ну, иногда бывает по своей сути тревожные собственники, да, то есть в этой части. Такое тоже бывает. Но по большому счету это вот опять аналитика, которая позволяет вам задавать очень серьезные вопросы. Что делать? Да? То есть вот мир меняется. Что с этим делать? Наша конкурентная среда меняется, появляются новые игроки, появляются новые технологии. У нас что? Потому что мы можем играть в своей лиге долго и упорно и очень тихо. Да? То есть если вы посмотрите вокруг себя, вы увидите отрасли, в которых последние 5, 10, 15 лет почти ничего не поменялось. И там, как правило, всегда беда со стратегическим менеджментом. Ну почему? Все тихо, ровно. Когда происходит вдруг взрыв? Ну, например, как один из вариантов, вот мы пришли в одну из отраслей, где практически 90% игроков за последние 3-5 лет ничего не сделали серьезного. И вдруг проходит слух, что на рынок выходит крупнейший международный игрок. И все знают предыдущую историю, что когда выходит на новый рынок этот игрок, он полностью переформатирует рынок. Вы представляете, какая тревожность у большинства собственников SEO вдруг появилась? И появился стратегический менеджмент, и начали сразу же обсуждать стратегии, проводить стратегические сессии, обсуждать конкурентную среду, работать с продуктовым портфелем на будущее. Вот, поэтому, если вы хотите, чтобы элемент тревожности был, собирайте аналитику о том, что происходит вокруг вас. Если на сегодняшний момент ваш бизнес не способен собрать аналитику, посмотрите по сторонам. Кто из игроков маркетинговых компаний, да, то есть аналитических компаний, может вам помочь с этим и делать периодически такие срезы. Эти срезы надо обсуждать. Надо обсуждать и разговаривать по поводу тех угроз, которые есть. Вот как крупнейший международный концерн, производящий телефоны, Nokia, смогла прощелкать Apple. Да, то есть вот небольшого игрока, который вышел с одним телефоном. И я думаю, что, скорее всего, те отчеты, которые поступали, оставались либо без серьезного анализа, либо те выводы были не совсем профессиональны, несмотря на большой концерн. Да, такое тоже может бывать. Чем больше бюрократии, тем больше уже такого, знаете, как это, стандартного подхода. Да, то есть, и еще один из, знаете, как примеров, про который я хочу очень сказать, важный момент. Чтобы держать себя в тонусе, смотрите за необычными игроками на вашем рынке. Это тоже хорошая подпитка к стратегическому менеджменту. За буйными, которые нестандартно себя продвигают, которые нестандартно ведут себя с клиентами, которые нестандартно подходят к продажам, которые нестандартно работают со своим персоналом. Я не призываю копировать, я призываю очень внимательно смотреть и делать выводы.
Кстати, еще одна из компетенций, наверное, бизнеса – это плохое умение делать выводы. Вот. Итак, сильное среднее звено, тревожность первых лиц, кругозор, да, то есть вот к тревожности в том числе, чем ширше кругозор, тем больше тревожность. Потому что мы понимаем, что вокруг нас происходит, да, что в принципе, как меняется мир. Да. В одной из компаний один из очень активных товарищей предложил попробовать покачать экосистему. А давайте мы с вами сделаем экосистему. И что мы увидели в этой ситуации? Что уже были даже некоторые решения у товарища. Но когда мы предложили ему, говорит, давай тайм-аут на пару недель, и мы собрали дайджест, что происходит в мире с экосистемами, с крупными игроками, и прислали, и у него было очень печальное лицо. Он-то думал, что он почти первопроходец, а мир ушел очень далеко, крайне далеко, да, в этой части. И поэтому наша задача с вами, вот еще раз, заливать инфополе нашей команды полезной информацией с точки зрения, что происходит сейчас в бизнесе и что планируется в будущем. Важный момент следующий. Это формирование площадок для обсуждения, где команда топ-менеджеров будет разговаривать, команда топ-менеджеров, ключевых сотрудников, наиболее инициативных, будет разговаривать, обсуждать, качать сложные вопросы будущего. А как мы будем жить завтра? С каким продуктом мы придем послезавтра? С какими услугами? А кто наш клиент? А что с ним происходит в текущей ситуации? То есть мы должны создать площадки, на которых мы сможем спокойно обсуждать, проводить дискуссии, подвергать сомнению, выдвигать гипотезы и потом их переформатировать уже в эксперименты. Во всей этой работе мы потихонечку просеиваем нашу команду и формируем вот этих костяк ребят, которые готовы работать с будущим, которые готовы вкладываться, у которых горят глазки, у которых есть креативные идеи, которые иногда бывают безбашенными в этой ситуации. Да? То есть это тот костяк, который даст вашему бизнесу движение вперед. И именно на базе вот этой команды в перспективе иногда и появляется в компании наконец там R&D, создающий новые продукты и так далее, и так далее. Стратегический менеджмент — это про то, как компания думает о будущем и работает с будущим. Поэтому я хочу пожелать всем слушателям ваших компаний: начните с небольших действий, начните с кругозора, с формирования первых площадочек, с обсуждений, с оценки тех трендов, с попыток сделать первые выводы, с рисований картин будущего. И постепенно выстраивая вот этот непростой, сложный механизм работы с будущим, который, не забывайте, он всегда конкурирует с операционкой, но без которого не будет завтра. Да? Моя любимая фраза в этой ситуации: невозможно построить будущее, если не делать очень много здесь и сейчас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и немножечко интересного внизу.